Итак, добрый день. Спасите, пожалуйста, от бессонницы. Помочь от бессонницы можно. Секунду. У меня тут небольшие настройки. Самое лучшее средство от бессонницы – это начало. Что же я могу посоветовать при бессоннице? Самое простое – это диета. Я рекомендую соблюдать диету, в которой будут находиться только сырые овощи. Если вы очень плохо спите, придумайте себе такую диету, чтобы у вас в рационе питания было длительное время только винегреты и сырые фрукты. Я могу сказать, что это очень эффективный способ. Много людей обращаются ко мне по поводу бессонницы, и у всех одна и та же проблема, они не могут заснуть, им не помогают препараты. Совершенно недавно я начал советовать принимать фрукты и овощи и сидеть вот на такой очень жесткой диете на протяжении 1 месяца. Начали обращаться люди и начали говорить: огромное спасибо, нам помогу. Также я могу сказать, что есть способы лечения бессонницы, это употребление кураги. Каким образом курагу нужно употреблять? Нужно ее высушить, предварительно нарезав мелкими кусочками, так, чтобы она высохла где-нибудь до состояния твердых кусочков. После этого перемолоть на кофемолке, чтобы получился порошок, и заваривать 1 столовая ложка на стакан горячей воды. Получится такой кисель. Вот 1 стакан такого киселя нужно съедать 2 раза в день, утром и вечером. Это помогает лечить очень помогает при бессоннице. Вообще могу сказать, что из тибетских способов лечения бессонницы происходит при помощи специального метода. Считается, что бессонница – это жар в голове. И они считают, что жар в голове необходимо убирать путем увеличения жара в животе. А жар в животе они увеличивали обыкновенным чесноком. Могу сказать вам, мой совет по тибетской медицине звучит так. Если у вас бессонница, съедайте 2 раза в день по 2 зубчика чеснока. Конечно, шокирует где-то людей. Ничего страшного, могу сказать, что совет очень эффективный, достаточно проверенный. Можно съедать 1 столовую ложку. Есть очень хорошее средство, называется корень любистка, да, корень любистка, но его нужно принимать правильно, заваривать 1 столовая ложка на стакан воды и пить непременно утром. Если выпить любысток утром, то тогда вечером хорошо спишь. Вообще очень рекомендую перед сном протирать шею какой-нибудь согревающей мазью такой. Из согревающих мазей, которая первой в голову пришла, это миновазин. Можно брать миновазин медицинский, просто вот так протирать сзади шею и после этого засыпать. Также я могу порекомендовать тем людям, которые не спят, обязательно убирать подушку и стараться делать так, чтобы подушка была очень плоской. Также могу сказать, что очень часто человек реагирует во время сна на большое количество информации, которая выложена вокруг него в виде перевернутых книг, невыключенного телефона, невыключенного ноутбука, включенного телевизора, включенного гудящего приемника. Вы должны понимать, что наше состояние психической деятельности, оно реагирует даже во время сна, охраняя наш организм от нападения и контролирует любые шорохи. Поэтому я считаю, что в случае, если вы спите под телевизор, под динамики, под микрофоны, то вы в дальнейшем можете ощутить истощение нервной деятельности. Оно может быть обусловлено тем, что у вас появится головокружение. Также, скорее всего, вы будете страдать гипертоническим заболеванием сердца, потому что гипертоническое заболевание сердца очень часто является симптомом невысыпания человека во время сна. Поэтому, если человек храпит, а что такое человек храпит? Очень рекомендую от храпа использовать горячие грелки на ноги. Когда человек храпит, то он, скорее всего, замерзает в ноги. Поэтому, когда вы ложитесь спать и не хотите, чтобы близкий человек храпел, то ему нужно горячие грелки положить в ножки, а также к стопам, чтобы горячие грелки нагревали ему ножки, а не закладывать ему носок в ногу.